Привет, друзья! Меня зовут Олег Герт, я иллюстратор. И в этом видео я хочу потестировать вот этот планшет от компании Pablo. Вот такая вот малютка, это модель A640V2. Сейчас мы откроем коробку и посмотрим, какая же комплектация там, что же находится внутри. Потом я потестирую его, порисую и расскажу о своих впечатлениях об этом планшете. И в конце видео я расскажу вам, как выиграть этот планшет бесплатно. Погнали! Итак, друзья, давайте распаковывать эту малютку. Вот такая вот коробочка маленькая, на ней куча всякой информации уже о планшете самом. Тик-тик-тик. Довольно туго вынимается. Запаковано все очень круто, плотненько. Та-да! Вот такая вот коробочка сверху, да, для защиты планшета используется такая мягкая ткань. Ткань, это не ткань, это какой-то кусок пластика, пеноуретана или что-то в этом духе. Вот сам планшетик, да, запакован в такую вот пленочку. Вот он. Давайте сразу удалим эту пленку, чтобы она не бликовала. Обожаю обдирать пленочку. Здесь вот такая вот логотипчик, тканевая штука, куда можно вставлять стилус, да, чтобы не потерять его. Материал очень качественный, да, он такой вот гладенький, видите, не очень бликует. Тут 4 кнопочки. Про них поговорим еще отдельно. Их можно настроить, насколько я понял, каждую отдельно под любую команду. Преимущество, конечно же, этого планшета то, что он маленький. То есть его можно брать с собой фотографом или художником, иллюстратором, да, с собой. И это очень-очень удобно. И также его можно подключать к андроиду. Это мы еще попробуем протестировать. То есть к телефону. Здесь немножко прорезиненные такие штучки есть, которые помогут планшету не скользить, да, на столе. Так, давайте смотреть, что же еще дальше есть у нас в коробочке. Конечно же, есть инструкция, гарантийные талоны, какие-то бумажечки. Есть инструкция и на русском языке. Давайте посмотрим, 29-я страничка. Угу. Тут, собственно, вот как подключать, что в комплекте. Как подключить к андроиду. Очень нужная штука. Так, что еще? Вот у нас есть, собственно, провод. Давайте его откроем и посмотрим, какой он. Провод, в отличие от проводов вакуум, покрыт такой тканевой штукой. Мне всегда важны детали, и вот провода реально очень качественные. Они, конечно, немножечко, может быть, жестковаты. Да не жестковат, на самом деле, это кажется. Очень крутые провода. Особенно круто, что вот они сделали такой проводок, да, который Г-образное такое крепление. Его можно сделать, подключить вот так или вот так. Это реально очень удобно, что он не просто торчит вот провод, как-то очень неудобно, а как-то вот очень они, блин, прикольно придумали. Так, что у нас здесь еще? У нас здесь есть еще наконечники и специальная штучка, чтобы вынимать их из стилуса. Вот так выглядит беспроводной стилус у этого планшета. Его не нужно заряжать, да, оно, собственно, беспроводное. У него 8192 уровня нажатия. Ну, собственно, легко, удобно, очень прикольно. И давайте еще заменим наш наконечник. Вот такая маленькая штучка есть для того, чтобы его, собственно, вытаскивать. Зажимаете, да, наконечник, вытаскиваете его, вот. Такой он маленький, берете, собственно, другой, да, если этот сточится, но они стачиваются очень-очень долго, поэтому тех, что есть в комплекте, хватит вам очень-очень надолго. Чтобы заменить, собственно, вот вставляете новые, зажимаете, и все, перо готово. Вот с помощью вот такой вот штучки. И вот такие два адаптера, которые позволят нам подключить этот планшет, собственно, к телефону. Один это вот Type-S, а другой это мини-USB. Класс. Кстати, компания Pablo дарит всем возможность купить этот планшет еще с 10% скидкой. То есть вы можете зайти на этот сайт и купить со скидкой 10%, если используете промокод, который будет написан в описании к этому видео. Промокод называется GERT10, и то есть это будет скидка 10%. Как видите, особенностью этого планшета является то, что можно рисовать, используя телефон Android. То есть вполне можно взять вот эту вот штучку с собой в путешествие, бросить ее в рюкзак или в чемоданчик, она не занимает много места, и можно не тащить с собой ноутбук. Я скачал какую-то программу для рисования Autodesk, и вот попробовал подключить планшет к телефону. Как видите, появляется такая мышка, да, и можно с помощью телефона уже тут выбирать. Единственное, что, конечно, я не очень разобрался, у меня как будто бы идет сжатие по вертикали, но, возможно, это программа какая-то глючная или что-то такое.
Вот я пытаюсь нарисовать круг здесь, видите, на планшете, но у меня рисуется овал на телефоне. Но тем не менее, само ощущение, да, сам принцип, то, что можно взять с собой планшет, куда-то рисовать на телефоне, очень прикольно. Так, давайте зайдем посмотрим на сайте, что о нем пишут. Вот видите, смотрите, все-таки они, да, позиционируются на рынке как вот для начинающих художников и фотографов. Впихивают туда какие-то характеристики, которые, собственно, у других брендов идут уже в какой-то другой ценовой категории. Так, давайте же скачаем дрова. Вот я захожу в поддержку, да, скачать драйвера, нахожу свой планшет. Давайте же его скачаем. И вот при нажатии на настройки появляется вот такое окошечко. Тут есть куча настроек, обязательно покопайтесь в них. Так, ну и ладно, давайте попробуем, применились ли настройки, и попробуем что-нибудь нарисовать. Так, и что же я вижу? Что что-то не то, да? Как видите, я пытаюсь нарисовать что-то, да, но у меня не реагирует на силу нажатия, у меня линия одинаковой толщины, а так быть не должно. Что ж, друзья, по-моему, я справился с этой задачей. Нужно было следовать инструкции на самом деле и советам, и удалять сразу драйверы, которые вставили до этого. Вот если честно, я первый раз рисую на таком маленьком планшете, да, и если честно, размер вполне комфортный. Так, и давайте начнем уже рисовать то, что я хотел нарисовать сегодня. Итак, я попробую нарисовать на планшете Pablo A640 V2 небольшую иллюстрацию. Я начал с того, что начал набрасывать скетч, да, и пробовать там разное расположение элементов. То есть я хочу нарисовать такую психоделическую какую-то иллюстрацию с глазами, с ртом. Самое сложное и самое интересное — это как раз-таки расположить все элементы таким образом, чтобы они композиционно срослись друг с другом, да, чтобы не было каких-то пустых мест, чтобы одна часть не была композиционно тяжелее другой. То есть нужно все грамотно и гармонично расположить между собой. Планшет при рисовании ведет себя очень достойно, не лагает. Мне нужно было немного приноровиться по сравнению с другим моим планшетом Wacom. Кстати, торговая марка Pablo уже производит планшеты с 2015 года, и она зарекомендовала себя на самом деле как производитель бюджетной техники, но с очень высоким качеством своих товаров. В общем, я перепробовал кучу разных интерпретаций, вариаций того, как может выглядеть моя иллюстрация, и после того, как я закончил со скетчем, я начал отрисовывать весь контур моей иллюстрации. Я уже в отдельном слое, используя свою кисть, она такая шероховатая. Это позволяет не так следить за линией, да, не следить то, чтобы она была идеально ровная, и такой немножко стилистика подразумевает такую небрежность, и это мне очень нравится. До этого планшета у меня был планшет Wacom А4 формата, и на самом деле я немножко волновался, да, как я смогу нарисовать иллюстрацию на таком маленьком планшете. Но на самом деле он мал да удал, и я как бы абсолютно никакого дискомфорта практически не почувствовал. Немножко пришлось перестроиться, да, потому что я привык к определенному размеру. Но опять-таки повторюсь, если у вас это первый планшет, то это очень хороший старт, потому что цена его, ну не знаю, какая-то запредельно низкая для такого качественного товара, как этот. После того, как я прошел основной контур, то есть это такое сделал его одинаковой толщины, довольно толстым, я уже начал делать дополнительные детали, используя уже тонкую кисть. Как раз с помощью этих линий я заполнял какие-то пустоты в иллюстрации, делая ее композиционно более цельной. Давайте немного напомним про технические характеристики этого планшета. Он довольно тонкий, его толщина около 5 с небольшим миллиметров, то есть, наверное, около 6 миллиметров. Это прям вот совсем-совсем тонюсенький. Соответственно, из-за этого он и весит не так много. Его рабочая площадь составляет 6 на 4 дюйма. То есть, на самом деле, если вот представить себе лист А4 формата, то это приблизительно половина листа А4 формата. То есть, на самом деле, как какая-то фотография. Помните, раньше было 10 на 15, нечто подобное. Здесь и перо с 8192 уровня нажатия. Это очень-очень круто. 5080 LPI разрешение. Это тоже очень хорошо. Все эти характеристики очень похожи на характеристики профессиональных планшетов, поэтому очень круто, что они запихнули такие показатели в такой дешевый планшет по своей стоимости.
Следующим этапом я начал заполнять какие-то места темным таким же цветом. Я зарисовал рот, да, я начал делать какие-то дополнительные, более толстые обводки там под глазами, в мозге, ну, на рисунке, да, мозга и в треугольнике с глазом. Таким образом, можно выделить какие-то объекты в иллюстрации, дополнительно утяжелив какой-то их контур. Это тоже очень хороший прием, обязательно попробуйте его. Итак, продолжим дальше. После того, как я нарисовал контур, в отдельном слое я сделал фон такого вот песочно-коричневато-серого цвета и начал наносить цвета. Я использовал несколько цветов этой иллюстрации, да, такую вот палитру, как вот розовато-красный, голубой, оранжевый цвет и белый, да, выделяя какие-то детали. Также, друзья, не забудьте, что компания Pablo предоставила скидку 10% на покупку своей продукции, если вы при покупке введете промокод GERT10. Он будет написан в описании к этому видео, не забудьте. Если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. И чтобы еще придать этой иллюстрации такой крафтовости, да, я использовал другую свою кисть, это кисть Half Tone. Скачать вы, кстати, можете мои кисти по ссылке в описании к этому видео или сделать сами, посмотрев видео на моем канале, ссылочка должна появиться вот там. Эти кисти такие точечки, да, они имитируют такую штриховку, и я и наношу, собственно, да, рисую этой кистью с этими точечками в местах, где как будто бы затемненные участки. И также дополнительно, используя другие цвета, на каких-то темных участках, где у меня вот, собственно, контур, я тоже рисую этой кистью, имитируя такую непропечатаемую область. Как будто бы это печатали плакат, да, или на чем-то делали оттиск, и в каких-то местах вот это вот место, да, собственно, не пропечаталось. Это такой забавный эффект, позволяет делать такую крафтовую иллюстрацию. И в самом конце, чтобы еще сделать такую имитацию, как будто бы это все рисовалось на бумаге, я скачал текстуру бумаги, поместил ее поверх всех слоев и уже наложение слоя использовал мультиплай или умножение, разместил, собственно, эту текстуру. Таким образом, стало еще более похоже на то, что как будто бы эта иллюстрация нарисована на бумаге. Что ж, друзья, вот такая у меня получилась картинка, которую я пробовал нарисовать на этом планшете. И, наконец-таки, как получить этот планшет бесплатно, вернее, два этих планшета. Описание всего конкурса будет в моем инстаграм-аккаунте. Обязательно примите участие, ведь у вас есть возможность выиграть один из этих двух прекрасных планшетов. И увидимся в следующем видео. Пока!